Нашумевшая история. Это про семью Битковых: Игоря, его супругу Ирину и дочь Анастасию. Игорь и Ирина, а также их дочь Настя по приговору суда проведут в тюрьме Гватемалы по 19 и 14 лет соответственно. С 2003 года семью якобы заставляли принимать участие в фальсификации выборов. Дочь Анастасию похитили некие рейдеры. Анастасия Биткова села в тюрьму вместе со своими родителями. Ярче всех блистала Настя. Вот девушка лепит хлеб, посещает храмы. А мы имеем дело с убийством. Посольство отслеживает ситуацию с развитием дела Битковых. Насколько я понимаю, вы считаете, что все вовлеченные в дело Битковых должны быть внесены в список Магнитского. Этот международный успех наших правоохранительных органов обнадеживает. Привет, друзья! В этом первом моем видео на русском языке хочу вкратце рассказать вам свою историю и поделиться наболевшим. Хотя знаменитый кремлевский пропагандист Малахов вместе с другими кремлядями уже попытался сделать меня знаменитой в 2018 году. Еще раз всем добрый вечер, я Андрей Малахов, и мы в прямом эфире. Звезда гватемальского телевидения, модель, любительница роскошной жизни и дорогого шампанского Анастасия Биткова села в тюрьму вместе со своими родителями. Спасибо ему, конечно, но уж лучше я сама о себе расскажу. Я уехала из России 15 лет назад, мне тогда было 16 лет. Это было сразу после того, как меня похитили и вернули за выкуп. Я не хочу в подробностях об этом говорить, мне трудно об этом вспоминать. И тогда я думала, что это худшее, что могло случиться в моей жизни. Я ошибалась. То, что произошло впоследствии со мной и с моей семьей, я даже не представляла себе, что такой уровень жестокости существует в этом мире. Но, как сказал один великий, никогда не надейтесь, что хуже быть не может, потому что всегда может быть хуже. Итак, за границей я училась в Англии, сначала в школе, потом в университете, в то время как мои родители, будучи средними предпринимателями в России, попали в немилость путинской власти. И просто за то, что они отказались играть в их игру, они отказались платить огромные взятки, отказались финансово помогать Единой России, отказались участвовать в этой партии жуликов и воров. Они отказались бесплатно подарить половину своего бизнеса. То есть, по путинским понятиям, они проявили нелояльность. В итоге бизнес у них отняли, и они сами в 2008 году с трудом смогли выехать из России, избежав ареста. Мне тогда было 17 лет, и я все еще наивно верила, что в России во всем разберутся, и мы вернемся к нормальной жизни. К сожалению, этого не произошло. Путинские опричники почему-то продолжали преследовать мою семью. Даже несмотря на то, что бизнес, а это, так на минуточку, 2 завода, у моих родителей уже был отнят. В Англии меня вызвали русское посольство, чтобы я дала показания против моих родителей. После этого родители забрали меня из Англии в Гватемалу, где местное правительство предоставило нам гражданство и защиту и выдало нам гватемальские документы. Мы жили спокойно с этими документами 6 лет, даже не представляя себе, что русские спецслужбы не переставали охотиться за нами. Как выяснилось, гораздо позднее они подкупили власти Гватемалы и чиновников международной комиссии, которая на тот момент работала в Гватемале, для того, чтобы нас арестовали. В самом начале моих родителей объявили террористами, но потом нас обвинили лишь в нарушении в оформлении документов, и причем обвинения были представлены самыми крупными юридическими фирмами Гватемалы, нанятыми путинскими банками, ВТБ и Газпромбанком. На гватемальских судей и прокуроров пролился золотой дождь из путинских банков, и они выполняли все капризы Кремля. Меня и моего 3-летнего брата почему-то решили наказать со всей жестокостью. Нас держали в клетках, я была госпитализирована, меня, мою маму и моего папу в итоге отправили в тюрьму, а моего 3-летнего брата силой отправили в детдом. Представляете себе уровень жестокости? Из-за каких-то документов, что является гражданским нарушением. Кстати, правительство по закону ответственно за любые нарушения в документах, а не мигранты.
Вот из этого малыша отправляют в детдом, где он голодает и заболевает. Абсурд нашего преследования заключался еще и в том, что прокурор, которая вела дело против нас, раньше работала директором миграционного ведомства Гватемалы, которая и выдала нам эти документы. То есть повсюду стояли ее подписи. Она сначала нам выдают эти документы, а потом нас судят те же люди, которые нам их и выдали. По закону, если бы с документами действительно что-то было бы не так, то судить должны были бы ее, а не нас. Из всех мигрантов, получивших документы в Гватемале, судили только нашу семью. Для видимости процесс включили работников самого низкого ранга миграционного ведомства Гватемалы. Их просто принесли в жертву. Но при этом ни одного из 15 чиновников, подписавших наши документы, среди которых, например, был министр иностранных дел Гватемалы, не был даже упомянут. Нас держали в тюрьме 3 года, пока длился этот абсурдный суд. В это время мой брат Володя находился сначала в детдоме, потом у опекунов. И дирижерами всего этого преследования, конечно же, были русские представители. Мы до последнего верили, что этот абсурдный процесс закончится оправдательным приговором, потому что никаких доказательств против нас не было, преступлений не было, жертв не было. Апелляционный суд даже вынес приговор о незаконности этого процесса. Но российская коррупция преодолела все законные барьеры и добилась своего. Коррупционные суды есть ведь не только в России, но и в Гватемале. Меня приговорили к 14 годам тюрьмы за якобы незаконное оформление документов. К такому же сроку приговорили мою маму, а папу почему-то за то же самое к 19 годам. Почему такие сумасшедшие сроки? Они сразу придумали несколько обвинений за одно и то же преступление и применили максимально длинные сроки наказания, как это было бы сделано по отношению к рецидивистам за преступления, повлекшие тяжкие последствия. Никаких доказательств им вообще не потребовалось. Нам самим говорить запретили. В итоге весь процесс превратился сначала в прочтение обвинения, потом прочтение приговора. Причем доводы адвокатов и буква закона не имели никакого значения. Они служили здесь простой декорацией. Тем временем в России по этому поводу телевидение и газеты разразились ликованием. 19 лет проведет в тюрьме беглый бизнесмен из Калининградской области Игорь Битков, по 14 его жена и дочь. Игорь и Ирина, а также их дочь Настя по приговору суда проведут в тюрьме Гватемалы по 19 и 14 лет соответственно. Вот только сидеть им придется не в России, а в Гватемале, причем почти по 20 лет. Приговорены к длительным тюремным срокам судом Гватемалы. Суд Гватемалы приговорил 3 россиян к очень серьезным срокам. Бывший владелец Неманского целлюлозно-бумажного комбината Игорь Битков, благодаря усилиям кредиторов из ВТБ, был осужден в Гватемале на 19 лет заключения. Но больше всего времени нам посвятил Малахов. И почему-то особенно мне. Давайте посмотрим на Настю. Благодаря ее тщеславию и желанию быть известной можно составить портрет, как жили бывшие владельцы комбината в Гватемале. Внимание. Русские СМИ не то чтобы не скрывали, они гордились тем, что именно Россия через свое влияние смогла добиться такого умопомрачительного приговора. Но почему-то они скрывали настоящую причину приговора в Гватемале и говорили, что это было за то, что якобы мама с папой не отдали какие-то долги ВТБ, Газпромбанку и Сбербанку. Бывший владелец Неманского целлюлозно-бумажного комбината Игорь Битков, благодаря усилиям кредиторов из ВТБ, был осужден в Гватемале на 19 лет заключения. По словам подсудимого, в 2008 году у него возникли проблемы с российскими властями, которые пытались разрушить весь его бизнес, в связи с чем он вынужден был уехать за границу.
19 лет суд назначил Игорю Биткову. Его супруга Ирина, а также их дочь Анастасия, получили по 14 лет тюрьмы. История этого дела такова. В 2007 году между ВТБ и НСБК, то есть комбинатом бумажным, были заключены 4 кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 миллиард рублей на модернизацию производства. Поскольку сам комбинат был обанкрочен по заявлениям других банков-кредиторов, ВТБ подал иски в суд к поручителям Битковым. Нанятые банком юристы установили местонахождение господ Битковых в Гватемале. Этот международный успех наших правоохранительных органов обнадеживает. С кредитами все еще более абсурдно. Мои родители вообще никогда никаких кредитов не брали. Кредиты брали заводы. Те самые заводы, которые были отняты банками. То есть банки сначала отняли заводы, а потом через несколько лет попросили, чтобы мои родители заплатили долги этих заводов с процентами. Ну, давайте попробую объяснить это на простом примере. Представьте себе, что вы купили квартиру в ипотеку. Заплатили за нее 70%. Вдруг приходит банк, забирает у вас эту квартиру и при этом требует, чтобы вы выплатили оставшиеся деньги с огромными процентами. В случае вашего отказа вас и ваших детей сажают в тюрьму, самых младших отправляют в детдом, в то время как СМИ вас поливают грязью и ложью. Ну, даже если предположим, что мои родители имели бы там какой-то конфликт с кредиторами, а детей-то за что преследуют? Меня и моего брата. Да и там ведь не только банки задействованы. Там и посольство. И Сергей Лавров приезжал в Гватемалу 2 раза, чтобы посодействовать преследованию против нашей семьи. И Павел Астахов, представитель Путина по делам детей, лично требовал, чтобы моего брата отправили в орфанат. Малахов после вынесения приговора посвятил целую программу моей семье, где он только то и делал, что лгал и порочил моих родителей, но зачем-то особенно нападал на меня. Вот что пишет Анастасия Биткова. Теперь она не может вести блог в тюрьме, но письма публикуются. Внимание. Я благодарна Богу за то, что я оказалась в месте, которое свободно от искушений. Я всегда просила мудрости, и здесь ее очень много. Люди, которые попадают в тюрьму по политическим мотивам, как правило, имеют сильный характер и интересную жизнь. Здесь мы научились забывать ненависть и гнев. Вместо этого мы едины в своей вере, в наших молитвах и терпении. Я обрела счастье в месте, где меньше всего ожидала его обрести. Я получаю удовольствие, когда смиренно мою полы, убираю посуду, стираю одежду и в других ежедневных обязанностях. Я делаю это с заботой и любовью к другим. Когда в тюрьму попадает кто-то новый, мне нравится заставлять их чувствовать меньше страданий, приглашать их за свой стол, предлагать еду и все остальное, что нужно. Арслан, вот как вы прокомментируете письмо Анастасии? Миллиарды не принесли ей счастья, а мыть полы в тюрьме – это как раз... И теперь я могу сказать, что да, Господь нам помог. Буквально через 3 месяца после насмешек Малахова мы все вышли на свободу. И я глубоко благодарна Богу и всем тем людям, которые нас поддерживали и боролись за наше освобождение, таким как Билл Браутер. Российский режим потерпел очередную фиаско, хотя борьба на этом не закончилась. Но я на свободе вместе с моими родителями и братом, и я счастлива, потому что мы вместе, и потому что я знаю, что Господь с нами. Хочу сказать Малахову и всем тем, кто нас порочил и высмеивал. Да, я верю в Бога. Я верю в любовь и доброту. Я верю в то, что они победят вашу корысть, коррупцию и злобу. Ведь Бог видит людей насквозь. Когда я вижу то, что сегодня происходит в России, я понимаю, что то, что они сделали с нами в Гватемале, сейчас они делают со многими в самой России, превращая ее в место, где невыносимо жить нормальному человеку. Просто мы оказались одними из первых, кому это государство показало свой звериный оскал. Когда мы сейчас видим, как они уничтожают оппозиционные организации, мы понимаем, что у этого режима Путина вообще нет никаких ограничений. Они убивают, отравляют, пытают и преследуют даже детей.
но все равно ничего у них не получится. Никому из тех, кто служит этому зверскому режиму, не будет ни счастья, ни покоя. Добро победит. И Россия освободится от этого ярма, которое называет себя законной властью. Для мыслящих людей уже давно понятно, что эта власть хуже любой мафии. Это тираны, узурпаторы и манипуляторы. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и распространить это видео. Именно правда делает нашу жизнь лучше.